Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду делать коврик в технике пицца. У меня очень много всегда скапливается обрезков от шитья. Кроме того, мне подруга еще из ателье отдает много всякой всячины. И часть из этой всякой всячины идет сразу в отходы. Но даже из этих отходов можно сделать нужную и полезную вещь. Например, как я сейчас буду делать коврик. На ткани основу размером 60 на 90 сантиметров я нарезаю обрезки дублерина, клеевой ткани. Я вот равномерно распределила все обрезочки клеевой ткани по основе и начинаю выкладывать уже обрезки обычной ткани, которая у меня скопилась. Но при этом как-то стараюсь сортировать, потому что, тоже смотрю, чтобы не попались очень твердых, очень толстых обрезков. Почему я решила, вообще опять пиццу сделать? Я ведь уже делала, показывала. Во-первых, ковриков у собаки много не бывает. Она их потихоньку подгрызает. Особенно в самом начале, когда щеночком была, очень ей нравилось грызть коврики. Почему я решила опять показать это все? Да потому что люди добавляются, и не все видели, как делать пиццу. И вообще это такой творческий процесс. Интересно, что получится в результате. Сначала выкладываю слой совсем мелочевки, а потом уже покрупнее кусочки, которыми делаю узор. Трикотаж отбрасываю, потому что на нем машинка спотыкается. Вот так получилось после того, как я выложила все лоскуточки мелкие. И следующим шагом я накрываю все свое будущее полотно органзой. Еще, прежде чем накрывать органзой, добавлю всяких блестючек. У меня вот они, не прям вот много, но мне хочется, чтобы кое-где иногда что-то вот поблескивало. Вот хорошо они смотрятся, эти блестючки все, в готовой пицце, поэтому я решила добавить. Они через органзу будут немножечко сверкать, поблескивать. Вот, посмотрите, накрыла органзой. Я органзу немножечко с запасом сверху положила, потому что по своему опыту у меня частенько она смещается во время стежки, поэтому я ее про запас сделала. Теперь накрыла всю свою эту красоту хлопковой тканью и хорошенько проглаживаю, пропариваю. Даже если у вас нет клеевой ткани, вот как я в самом начале добавляла, все равно, если вы прогладите, то эти слои между собой хоть как-то примнутся и подружатся. После этого я беру английские булавки и начинаю скалывать весь свой сэндвич. Желательно, конечно, начинать от центра, чтобы ровненько все это ложилось. Те места, которые вам надо прям вот хорошенько, чтобы они на месте на своем держались. Например, там, где вот я как бы цветочки сделала. Я их прям вот хорошенько прикалываю, каждый цветочек. Вот. И потом особенно хорошенько скалываю по краям. Прямо сплошняком булавки у меня по краям будут идти. Потому что, чтобы мелкие кусочки, которые у меня с краю есть, чтобы они не выпали точно. И так вот скалываю. Я не знаю, сколько у меня пойдет на это булавок. На самом деле здесь, в принципе, достаточно хорошо все слепилось за счет клеевой ткани. Но все-таки все равно я буду скалывать. После того, как все сколола булавками, я это полотно уже могу легко перемещать. Ничего не выпадает из него. Вот можно просто двигать, как хочешь. Все на своих местах лежит. Я даже многовато, я думаю, булавок наколола, но как бы ничего, нормально пойдет. И иду на машинку стегать. Я уже установила лапку для стежки, шагающую с открытым металлическим кольцом. И опускаю зубчики, вот эти вот, нижний транспортер, перевожу рычажок, для того, чтобы они мне не мешали при свободной ходовой стежке. У кого нет такого рычажка, который опускает зубчики, меня часто спрашивают. На их машинках, значит, есть специальная пластина, которая закрывает эти зубчики, для того, чтобы можно было стегать. Многие говорят, я не умею стегать. Но на самом деле достаточно купить вот лапку, все правильно подсоединить,
и начать. Главное начать, попробовать. Я тоже не мастер художественной стежки. Я считаю, что я не умею стегать. Но вот стежка для чисто утилитарная, чтобы вот держалось все вместе, это несложно. Вот любыми кракозябрами, которые у вас получаются нормально, вот стегайте, пробуйте, тренируйтесь. Вот если вам дать в руки листочек бумаги и ручку, и вы будете что-то рисовать, когда вы о чем-то думаете, по телефону разговариваете, и какие-то вы закорючки рисуете, вот такие же закорючки, которые у вас получаться должны хорошо, пробуйте на ткани, когда стегаете. Тогда вполне возможно у вас сначала эти закорючки начнут получаться, а потом и какой-то рисунок, который вы уже придумали. Я одно время увлекалась мехенди, татуировки хной. И вот не сказать, что прямо я профессионально их рисовала, но оттуда я беру узоры. Нельзя сказать, что эти узоры прямо идеальные какие-то, но они у меня в голове как-то вот автоматически, я знаю, куда я поведу, что я сделаю в следующий момент. И поэтому вот свою функцию соединить верхний слой ткани, нижний слой ткани и в середине тряпочки, это все достигается в результате. Если вы обратили внимание, вот там, где цветочки, я стегала красными нитками, всякие листочки, завиточки и стебелечки я делала зелененькими ниточками. И верхнюю часть, там, где у меня побольше голубого, я стегала голубыми нитками. Так, чтобы получилось, ну, как-то, я так решила, что мне так больше нравится. И я хочу сказать, как бы вы ни простегали, какими бы закорючками совершенно вообще простейшими вы это не сделали, все равно у вас получится красиво. Вот красиво, любая простеганная вещь, даже если вы просто прямыми линиями все простегаете, будет красиво. А если кривыми, так еще краше. Поэтому пробуйте, не стесняйтесь, как говорится, не менжуйтесь. Но кто вас отругает, кроме вас самой? И это будет только стимулом научиться пойти на какие-нибудь курсы стежки, если нет времени, то самостоятельно как-то тренироваться. Поэтому пробуйте, старайтесь, у вас все получится. Это несложно. Ну, по крайней мере, если это делать таким качеством, как я делаю, то это совсем несложно. После того, как я простегала все полотно, я выровняла все края, обрезала все лишние лохмотья и органзу, которая у меня была лишняя, и обработаю край, сделаю кромку. Ну вот, работа моя готова, кант пришила. Я решила вот из такой вот разноцветной ткани сшить. Пока что на диванчике положила, чтобы вам показать получше, что вышло. Пишите в комментариях, как вы оцениваете эту работу, все ли вам понравилось. Мне кажется, это букет цветов где-то лежит. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны до сих пор. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.